поднимается, опускается, поднимается, опускается и фиксируется. Привет, рукодельники! Ну что, дождались? Этим видео я открываю серию роликов про то, как я буду обустраивать свою мастерскую. 12 квадратных метров, различными самодельными и не только станками, системами хранения, верстаками и тому подобное. В прошлых сериях я сделала 2 тумбы, которые являются основанием для моего мультифункционального стола. Мультифункциональный он потому, что он не только распиловочный стол, но еще и фрезерный. Во всех смыслах это будет сердце моего пространства, моей домашней мастерской. Мой стол – это не просто прикрученная пила к столешнице. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это небезопасно. И я не хочу, чтобы в один прекрасный момент она оторвалась от столешницы и, например, разодрала, растяпала мне всю лапку. А она может, вы же знаете. Такие случаи не редкость.
Собираю короб на ровной поверхности. Она и подошва должны быть в одной плоскости, и ни одной крошки не должно там оказаться, ни одной, иначе баста-крапузики будет все криво. Внутренний размер короба получился 18 сантиметров, и я просто нарезала несколько кусочков по 18 сантиметров и использовала другие подходящие огрызки фанеры. Вся суть в том, что мне нужно сделать максимальное количество опор, на которых будет держаться пила, и чтобы при этом остался доступ к блокировке шпинделя и патрубку. И как вы понимаете, тут не нужно ничего мудрить. Вижу то, на что можно опереть пилу, приклеиваю фанерку, а потом все это зажимаю 18-сантиметровыми кусочками. Это как папье-маше. Я как бы обклеиваю пилу, только не бумагой, а фанерой. Правда, я тут немного увлеклась и приклеила в одно место, где надо менять диск. И так не надо делать. А то мне пришлось потом очень долго эту штуку отковыривать. Чтобы было удобно менять диск, надо сделать отверстие под вкладыш, но вот тут меня ждали неприятности. Я хотела сделать вкладыш из ламината. Ламинат 8 мм, а столешница в этом месте 9 мм. Разница 1 мм. На 1 мм нельзя опирать ламинат. Про это я вспомнила, когда первый раз профрезеровала отверстие. Потом у меня была вторая неудачная попытка, и я уже поняла, что надо дойти до места, где фанера имеет полноценный размер. Но так как моя ямка была намного больше, чем короб, мое новое отверстие стало просто огромным. А с одной стороны я так и не смогла до туда добраться. Поэтому там я доклеила небольшой кусочек фанеры, чтобы он как можно меньше мешал подъему пилы.
Откручиваем, и она свободно туда-сюда ходит. Для надежности можно даже подкрутить гайку, например, плоскогубцами, чтобы вообще намертво стояла. Ну или забить сюда гайку. В следующих видео я буду делать фрезерную часть этого стола, параллельный упор, систему хранения и многое другое. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить все эти интересные видео. И обязательно